Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео мы уделим внимание посуде. И не просто нашей посуде, а пустой посуде, которую мы любим отдавать нашим соседям, друзьям и знакомым, когда они нас попросят. Но почему это нельзя делать и чем это нам грозит? Далее в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Очень часто случается так, что мы не знаем всех народных примет, суеверий, традиций, но наши инстинкты не умеют нас подводить, и мы следуем им. Потому что мы увидим похожее поведение у нашей мамы, у нашей бабушки и других любимых окружающих нам людей. Почему же важно вернуть чужую посуду наполненной? И почему нельзя отдавать пустую посуду? Давайте вместе с вами об этом более детально поговорим. Вы знаете, считается, что с момента появления в доме посуды она должна быть всегда заполненной, для того, чтобы она не привыкала к пустоте и тем самым не привлекала пустоту в жизнь своего владельца. Порожняя посуда якобы исчерпала уже все свои функциональные возможности, и потому у нее могут вселиться демоны и прочая нечисть. Объясняя это суеверие, многие люди ссылаются на фразу, что свято место пусто не бывает. Да и домовому пустая посуда в доме также может не понравиться. И, скорее всего, происхождение этих народных примет и суеверий связано именно с символическим значением пустоты. Порожняя посуда становится символом пустой и бесплодной жизни. А кому хочется, чтобы его жизнь или жизнь окружающих его людей стала беспросветной? Поэтому и посуду нельзя отдавать пустой. В народе ходит такое поверье, которое говорит нам следующее, что нельзя возвращать пустую посуду. Обязательно что-нибудь нужно да и положить, и вам добром обернется. И эта народная примета касается не только посуды, но и любых вещей, в которых можно хранить что-либо. В кошелек положено класть монетку, в чемодан пару вещей, а вот в сковородку часть того вкусного, что в ней готовилось. И тогда в доме дающего не будет пусто, и стол всегда будет полон угощений. Считается, что все, что мы отдаем с посудой, вернется к нам в двукратном размере. И наоборот, когда мы отдаем порожнюю, пустую посуду, мы привлекаем в дом еще больше пустоты и еще больше бедности. Поэтому, когда у вас кто-то просит посуду, вообще кастрюли, миски, сковородки, возможно, какой-то сервиз, вообще старайтесь не давать, потому что все эти вещи – это личные вещи этого дома и этих людей. То есть эти вещи, они пропитываются вашей энергетикой. И, как правило, ваша энергетика – это энергетика для вас изобилия, достатка, благополучия. Когда вы отдаете такие вещи, даже буквально на один раз или на один вечер, вы таким образом перекрываете энергетические потоки в свою жизнь, потому что эта вещь попадает в другие руки. Попадая, она используется. Вы не знаете, как она была использована, что, допустим, на ней жарилось, или для чего она действительно была использована. Кроме того, возможно, вы замечали такое, что когда вы кому-то что-либо даете, возможно, посуду, возможно, какие-то инструменты, когда вам возвращают почему-то всегда поломанное, или немножко надбитое, или разбитое, или еще как-то.
Многие, наверное, не задавались себе этим вопросом, но вы знаете, это не все просто так. Просто посуда приняла на себя определенный негатив, или те инструменты приняли на себя какую-то определенную энергию. И не выдержав того вот воздействия, они были в физическом плане разрушены. Поэтому, когда вам возвращают такие вещи, не удивляйтесь, почему такое произошло. Особенно, скорее всего, вы видели в советское время, где каждый человек был открыт, где все равные были права, возможности, и вы видели, возможно, что люди между собой делились и вещами, и продуктами, возможно, питания, и собирались целыми коммунами, отмечали дни рождения и так далее. Но никто не обращал внимания и не анализировал, не рассказывал правду, что же происходило после того, как. Поэтому старайтесь по возможности никому ничего из своей кухни особенно, из своего личного шкафа никому ничего не давать. Не привлекайте нищету, не привлекайте бедность в свою жизнь. Вам это точно не нужно. Также вы должны понимать, что отдавая пустую посуду или держа ее у себя дома пустой, это к финансовым лишениям. И люди, которые верят в народные приметы, говорят о том, что оказаться даже рядом с пустой посудой опасно, потому что пустой предмет, он высасывает энергетику у человека, которому не повезло оказаться поблизости. И помните о том, нельзя брать в руки пустую посуду тем, у кого энергетика ослаблена болезнями или, как вариант, плохим настроением. Также помните о том, что если вы кому-то что-то дали из своего огорода, возможно, у вас дома есть коровка, курочки и так далее. Когда вы что-то отдаете, хотите поделиться, жест доброй воли, вы знаете, что это ваша подруга, знакомая, возможно, хотите молочком поделиться, яичками, особенно в селах, в деревнях, это распространенная практика. Что нужно сделать для того, чтобы не отдать свой достаток, свое изобилие? Хотя вы знаете, что с их стороны ничего не будет плохого, но все же. Например, когда вы даете молоко, банку, то попросите, чтобы банку не мыли. А что нужно сделать? Банку хозяйка должна перелить молоко, а банку саму 3-литровую или 1-литровую мы не моем, щепотку бросаем соли и добавляем в эту банку кусочек хлебушка. И плюс может ваша подруга или знакомая, или соседка, кому вы дали, дать еще что-то сверху. Это ее право. Но таким образом ни она, ни вы не забрали у друг друга изобилие, достаток и благополучие. Обращайте внимание на такие простые, казалось бы, практики, но которые помогают многим людям.